7 апреля 2020 года я направляюсь в Чернобыльскую зону, чтобы изолироваться от коронавируса. От вируса, который и так сломал все мои планы на год. Я иду в Чернобыльскую зону в соло-поход, чтобы обрести внутреннее равновесие. Каждый раз, когда я еду этой дорогой, я как будто возвращаюсь домой. Вот и сейчас я вдумчиво вглядываюсь в горизонт и раздумываю, каким будет этот поход. Ведь каждый поход, он уникален. Ты никогда не знаешь, как он закончится. Но точно уверен, этот поход будет незабываемый. Через 40 минут под покровом ночи я растворюсь, словно тень, в темноте дремучего леса. Это свобода. Я попрощался со своим водителем, дождался темноты, сейчас иду в сторону колючей проволоки, в сторону периметра Чернобыльской зоны отчуждения. В принципе, этап проникновения в Чернобыльскую зону один из самых ответственных. То есть перворазники, то есть те люди, которые впервые идут таким способом в зону, они часто могут спалиться еще на этапе заброса, еще в Киеве или в маршрутке. И таких людей уже подстерегает полиция. И поход может закончиться так и не начавшись. Поэтому нужно быть максимально осторожным. Я иду и прислушиваюсь к каждому шороху. Раньше я подолгу выискивал дыры в колючей проволоке, чтобы пролезть. Но сейчас я использую мультитул, который очень комфортно позволяет мне проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения. Все, я в зоне. Сейчас нужно будет пройти пару километров без света. Потом я уже включу фонарик. Хотя сейчас такая лунная ночь, что видно все даже без какого-либо освещения. Хотя вам, наверное, это не видно. Ночной лес, тропа, освещенная лучом света, за пределами которого темнота. Это и есть романтика Чернобыльской зоны. Я приближаюсь к первому брошенному селу Чернобыльской зоны, в котором планирую заночевать до завтрашнего утра. Вот. Еще придется поискать дом, но я не знаю, насколько это будет удачная затея ночью, но посмотрим. Добро пожаловать в рай интроверта. Как вы думаете, здесь есть коронавирус? Мне кажется, нет. Вообще, это довольно-таки интересно. И в то же время страшновато, если ты с непривычки это делаешь. Так вот ходишь, бродишь и выискиваешь дом. Порой ты направляешь луч света далеко в темноту и резко видишь ответный свет. Тебе кажется, либо это полицейский, либо это какая-нибудь бабушка без зрачков сидит и ждет тебя. И ты заходишь, и она говорит тебе: «О, внучок, зайди ко мне, я так давно тебя ждала». Ну, лично мне нравится этот холодок по спине от таких мыслей. Давайте же посмотрим, кто нас ждет здесь. Надеюсь, никто. Я уже около часа хожу, ищу нужный дом, а уже где-то 2 часа ночи, и нужно спать. Этот дом весьма хорошо сохранен, тут есть даже элементы окон, есть мебель, столы, тут есть кровать с матрасом. Вообще удивительное дело, зона ночью и зона днем. Днем легко абсолютно все найти, а ночью она меняется, все расположение домов, пространств, все искривляется, и ты порой утром выходишь и видишь нужный дом, которого ты не мог найти, час выискал ночью, а он у тебя под носом стоит тут рядом буквально. К сожалению, не удалось найти свой старый дом в этом селе, в котором я
Последний раз останавливался в 2014 году, но нашел вот более-менее нормальный сохран. Здесь я буду ночевать эту ночь. А в 6 утра я уже пойду дальше. Not great, not terrible. Важно всегда перед сном блокировать все входы в дом, так, чтобы можно было услышать, если кто-то будет входить или влазить. Такое вот из правила сталкеров. Я уже приготовился ко сну. Сейчас покушаю и буду спать. Подъем в 6 утра. Слышишь, как бьется птичка? Тук-тук. Сердце мое без тебя остынет. Кровь остановится. Оставайся здесь, оставайся. Любишь ты сказки, страшные, страшные. Я сказка. Любишь ты песни грустные, грустные. Я песня, а сердце мое волшебный бубен. Встану, ударю в бубен и поведу тебя над лесом. Короче, по традиции первая ночь прошла без сна. У меня так часто бывает в этом селе. Пролежав 4 часа на кровати, ворочаясь и не уснув, я отправляюсь дальше в путь. Сейчас нужно будет быстро перейти дорогу, по которой можно ездить патруль. А потом буду переходить речку вброд. Доброе утро, друзья. Наконец рассвело. Поют птицы, весна, прекрасная безоблачная погода. Вот, и я попытаюсь сегодня уже найти этот дом, который я хотел найти вчера. Камера будет сейчас работать в постоянной съемке. Вот, и тем временем я буду идти и рассказывать вам о этом селе, что это за село такое вообще. Рудня Вересня, заброшенное село, находится на юге от бывшего районного центра города Чернобыль. Расстояние до Чернобыля 13 километров. В селе протекает река Вересня. На севере села течет река Уж. Неподалеку от села проходит основная дорога КПП Детятки-Чернобыль, по которой ездит рабочий персонал и туристические группы. Ходят сталкеры и ездят полицейские. Время возникновения села не установлено. Известно, что в 1864 году в селе проживало 119 человек, а в 1887 уже более 200 жителей. Кроме православных проживало несколько десятков католиков, были и иудеи. В 1900-м в селе проживало 319 человек, занимавшихся хлебопашеством. Также в селе была кузница. В советское время по своей юрисдикции Рудня Вересня принадлежала сельскому совету села Черевач. Кстати, село Черевач находится с другой стороны сразу, после моста через речку Уж. Накануне аварии на ЧАЭС население составляло 194 жителя. Был 101 двор. После аварии на станции село было отселено вследствие сильного загрязнения радионуклидами. Но, кстати, сейчас в селе фон такой же, как и по Киевской области, в пределах нормы. Официально село снято с учета в 1999 году. Сегодня мы попробуем найти этот дом, который я пытался найти вчера. И еще мы посетим кладбище, потому что оно очень красивое. Я люблю очень это кладбище в этом селе. Как видите, днем все абсолютно по-другому и намного легче просто ориентироваться даже среди этих домов. Пока я ищу этот дом, я расскажу, чем же он все-таки примечателен. Во-первых, это один из самых сохраненных домов в этом селе. То есть там были целые окна, когда я там был, там дверь закрывалась, рабочая была печь-лежанка. Очень было классно топить ее, когда вот в холодное время года и на ней лежать, спать сверху.
Вот, и еще была интересная история однажды. Как-то в 2014 году мы с другом пошли в начале апреля в зону, вот, и остались в этом селе, в этой хате. Побыли там пару дней, нам стало скучно, мы решили пойти в Чернобыль. Мы оставили свои рюкзаки, а сами пошли в Чернобыль. Там еще пожили пару дней. И вот мы возвращаемся обратно в эту хату. Я загорал на апрельском солнышке возле хаты. Мой друг был внутри. И я слышу, бежит собака, я смотрю, собака на меня бежит. Я сразу понимаю, что если собака, то значит и за ней придут люди. Да, идет полицейский. Вот. Ну и таким образом это был протокольный поход. Мы принялись в этом селе, в этой хате. Вот, так что эта хата давным-давно уже полицией выявлена. И иногда туда они захаживают и выявляют там сталкеров, оформляют. Поэтому как бы, там лучше уже не оставаться. Ну, здравствуй, домик. Мы не виделись 6 лет с тобой. Вы знаете, друзья, я сейчас подумал и осознал, что на самом деле в этом домике я принялся первый раз. То есть первый мой протокол за нелегальное проникновение в Чернобыльскую зону я получил именно в этом месте. Я только сейчас это осознал. Интересно. Почти ничего не поменялось в этом доме. Ну что ж, я рад, что я нашел этот дом. Давайте теперь пойдем и исследуем кладбище села Рудня Вересня. Вот одно из самых красивых кладбищ в Чернобыльской зоне. Вообще сельские кладбища имеют свою эстетику, что уже говорить о кладбищах в Чернобыльской зоне. Но я люблю именно это кладбище за то, что оно стоит в красивом лесу на холмике, и мох покрывает землю, словно зеленый ковер. Мне кажется, если существуют призраки, то именно на этом кладбище они очень добрые и не причинят тебе зла. А какие ощущения вы испытываете на кладбище? Страх? Или, может быть, вы испытываете душевный покой? Кстати, чем еще примечательное кладбище в Чернобыльской зоне, это такими вот деревянными крестами. Я нигде больше в Украине не видел таких крестов на могилах. То есть это такой, мне кажется, полезский атрибут кладбищ. Возможно, это даже дореволюционные кресты, я не знаю, так как на них нет, в основном нет табличек. Может быть, это какие-то старообрядческие кладбища. Если кто-то из вас знает, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Красота! Новая могила.
интересно. Это реконструкция произошла некая могилы. В некоторых местах деревья завалились на могилы прям. Ну, а мы идем дальше. Нам нужно поспешить. Утро в Чернобыльской зоне. Это всегда невероятно красиво. Тем более весной, когда птицы поют. Шум леса просто сказочный. Сейчас будет самый опасный участок первой половины дня. Асфальтная дорога, по которой могут проезжать патрули полиции. Если меня словят, моя самоизоляция в Чернобыле закончится. Буквально за пару метров от дороги я услышал звук мотора, и мне пришлось буквально бежать в лес и прятаться от машины. Что было дальше, вы узнаете в следующей части моего видеоблога. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик. Спасибо за просмотр.